Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Это видео посвящено продвинутым пользователям. И в предыдущем видео я вам рассказывал, как проанализировать колесо жизненного баланса для любимого человека, любимой женщины или любимого мужчины. В чем разница между тем, когда вы заполняете колесо жизненного баланса для себя, и тем, когда вы заполняете колесо жизненного баланса для другого человека? Оно заключается всего лишь в последовательности сфер жизни, которые вы анализируете. Если вы заполняете колесо жизненного баланса для себя, вы идете против часовой стрелки, начиная от отношения и семья. Когда вы анализируете любимого человека с целью улучшить свои отношения или одной из сфер жизни, вы анализируете по часовой стрелке, начиная от яркости жизни, и вот именно таким вот образом. Почему это так делается? Потому что все противоречия в колесе жизненного баланса, весь стресс, все недопонимание между двумя людьми, которые любят друг друга, они идет по нарастающей. То есть здесь накапливаются определенные противоречия, здесь эти противоречия увеличиваются, здесь нам не хватает времени для здоровья и спорта, забываем про личностный рост, в деньгах у нас творится как бы хаос и так далее, так далее, так далее. Чтобы распутать этот клубок противоречий, нам нужно идти в противоположном направлении, и мы рассматриваем яркость жизни, то есть те параметры, которые для человека очень важны, как он восхищается жизнью, что его как бы радует. И пройдя постепенно путь от яркости жизни через духовный рост, карьера и бизнес, деньги, личностный рост, здоровье и спорт, мы начинаем понимать, какие сферы у человека как бы любимого провалены, где он не может найти время. Здесь вы смотрите, как у вас совпадают жизненные ценности, и таким вот образом вы восстанавливаете по крупицам и мелкими шагами идете к взаимопониманию. Когда эти сферы как бы восстановлены, вы уже последние анализируете друзья, окружение, и в отношениях и семьи у вас уже больше взаимопонимания друг с другом. Итак, те, кто нас смотрит, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте лайки, пересылайте это видео друзьям и знакомым. У кого есть вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях. Всем автомобилистам желаю хорошего, приятного пути и приятного прослушивания, потому что если у вас есть возможность слушать это видео, мы надеемся, что это будет для вас очень полезно, и вы с помощью нашего видео, с помощью того инструментария, который мы озвучиваем, постарайтесь решить те проблемы, которые у вас есть реальные, и мы очень признательны за то, что вы находите время на наш канал. Итак, в этом видео я вам расскажу, как нужно анализировать все сферы жизни в подробностях. Это такая вот небольшая, краткая видеоинструкция. И видеоинструкция полезна тем, что вы включаете это видео, берете листочек бумаги, где уже проанализировано колесо жизненного баланса, и следуя тому, что я говорю, то есть вот этим вот инструкциям, начинаете разбираться, что находится в сфере у вашего любимого человека, любимой женщины, любимого мужчины, и вам становится понятно, чем человек болеет, за что переживает, чему радуется, и таким образом у вас есть все шансы, когда вы увидели всю эту картину, понять этого человека, сделать ему шаги навстречу в такой вот гармоничной обстановке. Итак, следуем нашей методике. Методика говорит о том, что параметры сферы жизни человека, которые есть у вашего любимого человека, то есть там яркость жизни, там параметры, цифры 4, 6 или 8, которые вы ставите в один день. В этот день старайтесь не анализировать, за исключением каких-то особых случаев. И на следующий день, когда вы уже немножко отошли от диагностики колеса жизненного баланса, вы уже начинаете как бы анализировать. В чем основное преимущество данной методики? Вы честно для себя осознаете, что если вы хотите разобраться в такой сложной сфере, как взаимоотношения между двумя любимыми людьми, вам нужно набраться терпения и идти к цели маленькими шагами. Это вас убережет от поспешных выводов, это вас убережет от какого-то
небрежного взгляда. Я считаю, что эту ситуацию нужно изучать глубоко, потому что, изучая другого человека, вы лучше понимаете как бы себя, вы параллельно анализируете и собственные как бы отношения, собственное состояние, и поняв свои состояния и состояния любимого человека, любимой женщины, любимого мужчины, вы можете спланировать какие-то свои действия. Итак, колесо жизненного баланса состоит из 8 сфер. Эти сферы, как отдельное целое, живут в своем как бы мире законов, там есть свои определенные закономерности, и сферы жизни между собой очень тесно взаимосвязаны. Сейчас в этом видео мы решаем всего лишь одну простую задачу. Мы анализируем сферу жизни в колесе жизненного баланса другого человека. Особенность этого человека: он любимый, он для вас как бы очень дорог. Вы связываете с этим человеком свое ближайшее и далекое будущее. Вы дорожите отношениям с этим человеком, но вы попали в такую жизненную ситуацию, что у вас какой-то кризис непонимания или тяжелый кризис семейной жизни, или вы находитесь на перепутье, вот нужно расходиться или не расходиться, или те, кто решает, что отношения нужно укреплять, это видео будет полезно именно вот в сфере таких вопросов. Итак, в колесе жизненного баланса в отношении семья, вы находитесь в состоянии 0,4, у вас очень много противоречий, очень много непринятых решений, и вы решили с помощью колеса жизненного баланса попытаться проанализировать, а что же происходит, какой вариант событий может как бы произойти, как вы на эту ситуацию можете повлиять, и какие вот действительно эффективные шаги нужно сделать, чтобы это взаимопонимание как бы вернулось, и у вас все было хорошо. Начинаем как бы анализировать с сферы яркость жизни, сферу отношений и семья как бы не трогаем, но коль мы сейчас вот этой сферы как бы коснулись, вы должны как бы понимать, если у вас состояние в сфере отношений и семья находится на уровне 0,4 после анализа колесо жизненного баланса, очень хорошая применимая ситуация, когда вы в состоянии 0,4 опять возвращаетесь, но амплитуда эмоциональных качелей между вами уже как бы падает, потому что вы уже планируете какие-то совместные действия по укреплению ваших отношений. Здесь может быть как бы два варианта события. Вы вдвоем с любимой женщиной, с любимым мужчиной понимаете, что вам нужно потратить время на то, чтобы понять, что отношения нужно укреплять, в эти отношения нужно вдвоем вкладываться. Или ситуация вторая, когда вы начинаете понимать, что инициатором укрепления отношений выступаете как бы вы, и здесь вам нужно выбрать правильную стратегию, то есть какими шагами, каким темпом вы будете укреплять отношения. Но прежде чем укреплять отношения, давайте проведем анализ ситуации, чтобы у нас перед нами была четкая картина того, что у нас происходит, чем человек наш любимый радуется, какие состояния он обычно испытывает, какие вообще возможны изменения или какие изменения делать не нужно. Итак, яркость жизни. Берем ручку, карандаш и смотрим, какая цифра у нас как бы получилась по итогам как бы вчерашней или недавней как бы диагностики. Если вы поставили вот интуитивно цифру состояния как бы нестабильного от 0 до 4, тогда мы уже напротив вот этой вот цифры или состояния пишем уже как бы детали. Как человек радуется жизни, как долго он находится в состоянии вот этой вот радости, восхищения этой жизни, что его расстраивает. То есть состоянию нестабильному присутствуют какие-то определенные как бы моменты и действия в жизни. Здесь вам не нужно как бы набрасывать очень большой список. Если большой список, это как бы хорошо, потом можно проранжировать, просто набрасываем как бы определенные действия. Да? В таких-то местах любят отдыхать. Вот это состояние отдыха, расслабленности у человека там сохраняется 1 неделю, 2 недели. Вам понадобится отдых с любимым человеком в состоянии там 3 дней, 4 дней или 7 дней. Человек на отдыхе хочет побыть один или вместе с вами. Вот ответив на вопрос яркости жизни, как человек отдыхает,
вы получаете как бы картину, анализируете, да? Дальше отвечаете себе на следующие вопросы. Сколько раз в году возможен как бы совместный отдых, совместные впечатления, где вы радуетесь как бы друг другом. Отдых вдвоем это уже как бы осознанный выбор, а не вот не такое дипломатическое как бы соглашение. И здесь вы наверняка зададите вопрос, а какой отдых приемлемый, когда мы отдыхаем поодиночке друг от друга или мы отдыхаем как бы совместно. Давайте исходить из двух вариантов. Первый вариант, если у вас уже в отношениях наступила такая пауза, и вам вместе уже как бы достаточно тяжело находить взаимопонимание, мы рассматриваем вариант отдыха вашего любимого человека, любимой женщины, любимого мужчины как бы в одиночку. Когда человек отдыхает, восстанавливается, набирается сил один, сколько ему нужно времени, чтобы он как бы переосмыслил то, что есть, и уже приступил к фазе восстановления. Дальше мы анализируем сферу в состоянии 4-8, как долго человек предпринимает какие-то активные действия по тому, чтобы радость, уют, восторг находился в том месте, где он есть, то есть как благоустраивать территорию, какие праздники он любит организовывать, какие события он любит как бы организовывать. То есть состояние 0,4 – это состояние, когда человек перемещается в события, это, допустим, поездка в какую-то страну, и там набирается вдохновение. А состояние 4,8 – это какие события человек любит организовывать, допустим, праздники, посиделки, какой-то активный отдых, где инициатором хорошего настроения и, грубо говоря, или организатором этого мероприятия является он сам. Здесь важно как бы понимать, что в состоянии 0,4 мы перемещаемся в то событие, в ту местность, где мы хотим набраться как бы сил, энергии, восстановить себя. То есть приезжаем в места силы и там набираемся. Это может быть там природа, это может быть какие-то местности, это может быть просто поездка как процесс. То есть водителям знакомо это чувство, когда вы едете по дороге и чувствуете, что вы отдыхаете, там длительная дорога, хорошая музыка, это все, что вам нужно для восстановления. А состояние 4-8 это когда вы являетесь организатором каких-то вот таких вот событий, где можете быть источником хорошего настроения для других. Если такого случая как бы нет, нужно хотя бы припомнить те моменты из прошлой жизни любимого человека, где он набирается сил и энергии, о которых как бы рассказывал, но которые события уже не организовал. Почему это важно как бы знать? Потому что в состоянии 0,4 это вам нужно просто в большинстве случаев купить какую-то туристическую путевку и совместно или поодиночку съездить туда, отдохнуть, набраться сил. А в состоянии 4,8 вам нужно просто это делать события почаще, с той возможной регулярностью, которая как бы есть. Далее мы анализируем в яркости жизни состояние 8-10. Это нужно вспомнить те моменты, которые были в прошлой жизни по фотографиям, по видеозаписям, по ленте социальных сетей. Ярко как бы видно, что вот этот человек поделился своим эмоциональным состоянием. Вот эти вот картинки, где он радостен, это картинки с праздников, это какие-то видеозаписи, где передается как бы хорошее настроение, и вы припоминаете те моменты, с какого момента это вообще перестало происходить, или те моменты, особые случаи, когда они были. А зачем нам нужна эта информация? Эта информация нам нужна для того, чтобы пытаться повторить с любимым человеком те моменты, которые нас радуют, что нас объединяет, заметить, где была активная роль вашего любимого человека, то есть он выступал в состоянии 4-8, и вы должны как бы для себя уже ставить задачу. То есть на анализе ставится задача. А вообще что для любимого человека, какую ситуацию нужно как бы создать, чтобы он переместился в то место, где он набирается силы. То есть это какой-то активный отдых, это активный туризм, это может быть ретрит. Или нужно создать такие условия, вашему любимому человеку доверить организацию какого-то сложного события, ивента, собрать там старых друзей или там любимых родственников в каком-то месте. И когда человек поглощен такой организаторской работой, у него
возникает интерес к жизни, он чувствует себя реализованным и прочее. Или мы анализируем состояние 8-10, его нужно обязательно анализировать, потому что такой замечательный праздник, как Новый год, является он для вас тем праздником, где вы строите смело планы на будущее, дарите друг другу подарки. Вот здесь это нужно все как бы для себя понять. Сколько времени нужно тратить на яркость жизни или на какую-то любую другую сферу? Ну, по анализу здесь не нужно как бы сильно заглубляться. От 10-20 минут будет вполне достаточно, чтобы накидать какие-то тезисы. Если чувствуете, что уже тезисы накиданы, переходите к следующей сфере, и этот анализ можно потом еще раз повторить, потому что вы уже видите как бы следующую картину. Проанализировав яркость жизни от 0 до 4, там, состояние 4, 8, 8, 10, переходим к сфере духовного роста и творчества. Если мы проводим как бы диагностику, тогда мы идем путем как бы от пункта 10 до понижения. Когда мы анализируем, лучше начинать с пункта, который как бы легко выполнимы. Это состояние 0,4, потому что это состояние очень легко достигается, чаще всего встречается. Состояние, если мы будем анализировать яркости жизни 8 и 10, вам, наверное, придется приложить очень большое количество усилий для того, чтобы вспомнить, а что это такое состояние 8-10, а почему оно так редко бывает. Вот. И здесь возникает вот такой вот методологический как бы тупик. Если мы состояние 0,4 мы сразу много накидываем какие-то события и действия, то состояние 8-10, это будет какое-то, как правило, два события, и оно будет вас немножко огорчать. Это нормально, поэтому и существует такая методика. Если вы анализируете ситуацию, начинайте с состояния 0,4, как часто оно повторяется, и состояние 8-10, как редко повторяющееся событие, но оно дает как бы большую остроту переживаний. Итак, анализируем духовный рост и творчество. Состояние 0,4 вы когда-то занимались хобби, или что вы знаете о хобби своего любимого человека, какие у него любимые занятия, будь то коллекционирование кукол, либо там вязание, либо какие-то другие как бы моменты. Вот здесь вы, когда будете анализировать вот эту вот сферу, вы как бы с удивлением для себя заметите, что вы, как правило, эту сферу с любимым человеком очень мало обсуждали, очень мало уделяли этому времени, любимый человек не делился какими-то достижениями в своем хобби, потому что вы не тот человек, который это... бывает, хобби совпадает, бывает, хобби не совпадают. И это же относится к вам. Вы очень мало сами рассказывали о своем хобби, которое вас волнует, то есть будь то там фотография, какой-то спорт, либо какие-то вот элементы как бы handmade. Состояние здесь 4-8, вы участвовали в каких-то там соревнованиях, конкурсах, либо у вас есть опыт посещения каких-то международных выставок, посвященных тематике как бы хобби. Здесь же в состоянии 4-8 можете рассматривать сферу духовных практик, тему жизненных ценностей. Вот здесь вы пишете все, что ваш любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина как бы рассказывал. Это может быть сфера духовных ценностей, это может какая-то книга, которая говорит о том, что она является как бы хорошим элементом как бы вдохновения. Вот здесь вот вы с удивлением начинаете как бы замечать, что тему, допустим, книг, переживаний, которые ваш любимый человек испытывал, вы эту тему очень мало как бы обсуждали. Почему я это говорю? Потому что колесо жизненного баланса, вот ваша коммуникация, она построена по сфере там, отношения семья, друзья, окружение, здоровье, спорт, личностный рост. И вот в этой сфере, как правило, духовный рост и творчество, не хватает времени поговорить, не считается эта тема важной для построения отношений. Вот как раз вот сейчас, когда вы вернулись к анализу, тема взаимоотношений рассматривается сквозь призму духовного роста и творчества, это является как бы тем цементом, да, тем связующим элементом, очень важным для построения отношений. Почему? Потому что, как правило, с друзьями и знакомыми эту тему не делят и не обсуждают, а это тема как бы близких взаимоотношений между двумя как бы людьми. Это вопрос как бы искреннего доверия. И здесь мы плавно переходим к состоянию 8-10, к состоянию очень стабильному, и здесь еще раз вспоминаем те моменты, когда вот обращение к духовной практике, творчеству, оно человека воодушевляло, дарило ему как бы хорошие моменты. Пожалуйста, вспоминайте, пишите.
Вот, я понимаю, что эту сферу очень как бы тяжело заполнять на листке, но если вы какие-то уже фразы накидали, я вас поздравляю, мы эту сферу как бы прошли. И опять бы возвращаясь как бы к методике, как правило, когда пытаются восстановить сферу отношений семья, больше времени уходит на построение отношений с друзьями и знакомыми, выработку какой-то стратегии поведения, дальше идет здоровье и спорт, личностный рост. И сколько бы специалист с вами как бы не работал, там психолог или еще какой-то подготовленный как бы человек, духовный наставник или там друг, партнер, времени для того, чтобы проанализировать духовный рост творчества, как правило, у многих не хватает. Почему? Потому что мы закапываемся во все проблемы, которые есть в этих вот как бы сферах, ну и ввиду того, что мы очень мало планируем или неравномерно планируем как бы свои усилия и свои достижения, происходит вот такой вот парадоксальный элемент, когда вот на такую важную сферу, которая граничит с яркостью жизни, которая дарит дополнительную радость и уравновешивает, ну, как бы наше физическое состояние, духовное состояние, нужно находиться как бы в балансе. Когда мы нарушаем баланс между физическим здоровьем и душевным здоровьем, у нас начинаются все вот эти вот неприятности, связанные с тем, что мы своим положительным моментом или элементом своего спокойствия или устойчивости психики уделяем очень мало внимания. Дальше переходим к карьере и бизнесу, анализируем все успехи вашего любимого человека в карьере, это сфера 0,4. Анализируем те периоды жизни, когда человек был на высоте, когда он был экспертом, когда выходил победителем из тех сложных ситуаций и стрессовых. Ну, анализ, он больше похож на вот копание в архивах, да. Тот, кто ведет дневник, ему как бы проще, он посмотрел как бы свои записи, если у вас там хорошо с воспоминаниями, анализируйте месяц за месяцем, ну, начиная, допустим, с предыдущего, можете в любой последовательности анализировать там. Вы находитесь в декабре, анализируйте с января и последовательно идете дальше. Или анализируйте в обратную сторону, там, что было в этом месяце, что было в прошлом месяце, полгода назад, там, целый год назад. Жизненный период здесь лучше брать за последние там, 3-5 лет. Это поможет вам уже на события взглянуть немножко философски, ну, с каким-то интуитивным пониманием, а не пониманием как бы деталей. Итак, в сфере карьеры и бизнеса состояния 0,4 мы анализируем, как ваш любимый человек проявляет себя в карьере или творческие амбиции. Дальше переходим к состоянию 4,8, как ваш любимый человек проявил себя за пределами своей компетенции, за пределами своей экспертизы, там вот в той работе, где он работает, как он работает на параллельной работе, как его ценят, как относятся, какие состояния лучше, меньше. Вы здесь с удивлением как бы заметите, что, оказывается, ваш любимый человек очень мало с вами делился, вот то, что происходит на работе. В основном делился проблемами, и вот задача анализа немножко больше обратить внимание на те положительные моменты, которые были, потому что как, ну, чему мы больше уделяем времени, допустим, отрицательным моментам, неприятностям, ну, соответственно, такая энергетика, такое настроение как бы есть. А задача колесо жизненного баланса, ну, чтобы все было ходилось в балансе. Есть неприятные события, уравновесьте их двумя как бы хорошими событиями, ну, которые наполнены положительной энергетикой, положительными эмоциями. Анализируем карьеры и бизнес-состояние 8-10, когда вы уже задумались о собственном бизнесе. Вспомните, пожалуйста, о чем мечтал, о каком бизнесе собственном мечтал ваш любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина, какая сфера ей интересна, какие доходы она планирует или он планирует как бы получать, степень управляемости, хочет ли она управлять собственным бизнесом, или он хочет управлять собственным бизнесом, хочет он параллельно работать и иметь собственный бизнес, или хочет сосредоточиться на собственном бизнесе, чтобы иметь полную свободу. Все это нужно как бы записывать тезисно, чтобы понимать, какие мечты у человека не были реализованы, на какие мечты не хватило времени, на какие мечты не хватило как бы экспертизы. Вот здесь вот в сфере карьеры и бизнеса вам нужно как бы понимать, чего можно достичь. То есть это мнение экспертов,
за какой период времени, вообще какие эксперты вам нужны для построения собственного бизнеса и как вы будете участвовать в этом бизнесе, и может ли ваш любимый человек взять вас в партнеры в этом бизнесе, или лучше дистанцироваться от этого бизнеса, иметь как бы отдельные. Здесь любая стратегия вам подходит, если вы понимаете ясные результаты, ну, которые вы хотите видеть от бизнеса. Переходим к следующей сфере. Это сфера денег. Вот чем дальше мы идем по часовой стрелке, тем проще проводить анализ, тем меньше я как бы задерживаюсь. Да? В сфере денег состояние 0,4 анализируем как бы тот доход, который имеет ваш любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина. Я считаю, что сфера денег, она тоже должна быть какой-то открытой как бы процедурой. Почему? Потому что на эти деньги вы можете рассчитывать, этими деньгами вы можете как бы маневрировать, на эти деньги можете планировать, реализовать свои какие-то инвестиционные проекты. В состоянии 0,4 вы смотрите, как меняется доход вашего человека в зависимости от усилий, от востребованности, насколько на этот доход можно как бы планировать как бы в будущем. Есть ли необходимость менять сферу деятельности, и здесь мы плавно переходим к сфере 4.8, то есть хотите ли вы вкладывать в продвижение своего любимого человека, в его развитие, будь то дополнительные курсы, или это будет просто прямая как бы реклама. И вообще разговаривали вы на эту тему, может, ожидает он от вас помощи или не считает нужным получать от вас помощь. И здесь вот есть повод призадуматься, что вот сфера денег, она находится под диагональю отношения семья. То есть здесь получается какой принцип? Чем более у вас доверительные отношения друг с другом складываются, чем лучше вы видите перспективу вот этого именно семейного союза, тем больше вы переходите к сфере здесь вот деньги состоянию 8-10, то есть реализация долгосрочных планов, то есть проектов с большими рисками, проектов, где вам оказывают очень большое доверие инвесторы, это проекты, где нужно как бы сорвать карт-бланш, это те проекты, которые будут прорывными или инновационными, это сфера в деньгах, состояние 8-10, состояние очень стабильное. В сфере денег очень легко как бы планировать взаимодействие с любимым человеком, потому что там все просто и понятно. У вас есть какой-то постоянный доход, вы в этом доходе можете человеку помочь и перейти со состояния 0,4 в состояние 4,8. Самое простое решение – это проинвестировать в его рекламу, в ее продвижение. Это может быть продвижение в социальных сетях, это может продвижение быть в LinkedIn, это может быть продвижение на собственном сайте, это может быть продвижение в каком-то сообществе, это любое продвижение, которое делает известным вашего любимого человека. В любом случае вы получите или новых знакомых, или единомышленников, или в лучшем случае экспертизы вашего любимого человека, кто-то заинтересуется, и вы получите дополнительный доход, и это снимет напряжение в ваших как бы отношениях, потому что человек уже будет востребован и будет чувствовать вашу поддержку. Плавно переходим к сфере личностного роста. Анализируем состояние 0,4. Какое обучение проходил ваш любимый человек, какое обучение он или она хотела получить именно в непрофессиональной сфере, какие сферы ее как бы интересуют, то есть кто из экспертов в ее ленте или в его ленте мечтает, мелькает больше всего. Это может быть совместное обучение или как бы раздельное обучение. Здесь нужно быть как бы очень внимательным, потому что чем ближе мы подходим к сфере отношения семья, тем больше противоречий в этих сферах как бы сталкиваются. Вот здесь вот вы должны как бы понимать, что вот от сферы деньги, личностный рост, здоровье и спорт, друзья, окружение – это сфера самых больших противоречий. Почему? Потому что ваш любимый человек считает, что это нужно делать именно как бы так. Вы понимаете, что у вас есть отдельное мнение, и вот здесь вот наступает такое явление, как бы компромисс. Ради хорошего понимания здесь нужно идти как можно больше на встречу. То есть вы анализируете это состояние, вы должны как бы понимать, мы не ищем здесь в анализе колесе жизненного баланса противоречия. Это не значит, что ваш любимый человек, любимая женщина, уделили этому меньше внимания или больше внимания. Это задача выйти на совместные какие-то действия,
которые вообще возможны, которые вашим человеком воспринимаются на ура или там воспринимаются при не очень большом как бы сопротивлении. Вот сфера личностный рост – это замечательный повод узнать, что есть в копилке знаний для того, чтобы улучшить отношения. Это понять, что есть доступное в вашем городе, в вашей стране для карьерного роста, для профессионального роста, для личностного роста. И плавно анализируем состояние 4.8 в сфере личностного роста. Это как вы монетизируете те знания, которые получили, эти дипломы, которые раньше вы получили. Можете ли вы что-то из пройденного вами обучения, вы лично или ваш любимый человек, применить на практике, чтобы это было уже больше не как полезная информация, а как уже совершенное действие. Здесь очень важно соблюсти как бы принцип, что вот состояние 4.8 в сфере личностного роста вы, если хотите достичь большего взаимопонимания, вы должны больше здесь вот проявить инициативы. Потому что если вы являетесь инициатором укрепления отношений, вы должны как бы показать, что любые знания, которые вы получили совместно с вашим любимым человеком или без него, они вами воспринимаются как практические знания, вы их адаптируете к той ситуации, в которой вы оказались, вы пробуете заниматься с профессиональным тренером, профессиональным наставником, у вас получаются какие-то результаты, есть какая-то динамика, вы понимаете, что ваши результаты по мере использования получаются лучше, качественнее, и любимый человек, увидев это, начинает как бы понимать, что у него тоже получится, потому что он вас больше видит как бы пример. Есть маленькая вероятность, что вы можете некоторые вещи делать совместно, но здесь как бы нужно как бы понимать. Бывают такие ситуации, когда нужно вот самому пойти в эти изменения практически, и потом ваш любимый человек через некоторое время, через год, через два, может быть, через 3 потянется за вами. Или вы можете начать это все совместно. Но бывают и такие случаи, когда любимый человек может отказаться от этих изменений, посчитав, что это как бы неправильный шаг, или его друзья подсказали, что это неправильный шаг, и не стоит его как бы делать, чтобы не было каких-то неприятных ситуаций. Плавно переходим к состоянию 8-10, когда вы становитесь уже преподавателем, то есть ваши знания, практический опыт нужен уже кому-то, вы пытаетесь как бы преподавать для маленькой аудитории, для большой аудитории, вы можете попытаться свои знания транслировать в свою профессиональную среду, вы можете выступать визионером. Вот здесь вот важно как бы понимать, что это больше нужно вам, для того, чтобы ваши знания структурировались, вы понимали, какая информация вам нужна, какой информации не хватает, каким экспертам нужно обратиться, каких единомышленников найти, да, то есть вы задаете вопросы и отвечаете на вопрос, с чего можно начать, отвечаете на вопрос, чего можно достичь. Лучше это делать в профессиональной сфере, лучше всего как бы получается, если вы затрагиваете тему личностного роста, поверьте, ваш опыт уникальный, и то, что для других кажется как бы обыденным, для некоторых людей, которые попали в затруднительную ситуацию, для них это будет каким-то вдохновлением, это какая-то их история успеха. Кстати, в комментариях, пожалуйста, пишите о своих историях успеха, расскажите, с какой ситуацией вы справились самостоятельно, а с какой ситуацией справились с нашей помощью. Нам это тоже будет интересно, какие из инструментариев у нас работают, а какие инструментарии вы расскажете, и мы их проработаем, выпустим отдельное видео. Следующая сфера, которую мы анализируем, здоровье и спорт. Здесь нужно как бы понимать, что здоровье и спорт это должно быть какой-то регулярной повторяющейся процедурой. Первичное обращение это обращение к медикам, чтобы они дали вам оптимистичные сценарии, что ваш организм полусилы энергии и вам любые виды спорта достойны. Состояние 0,4 это регулярный как бы процессинг, связанный с медицинским исследованием ежегодным. Здесь вы можете как бы для себя отметить, что вы знаете о здоровье любимого человека, с медицинской точки зрения, где нужна ваша моральная поддержка, где вы должны как бы понимать, что некоторыми состояниями или болезнями нужно заниматься более серьезно, и от вас требуется терпение и поддержка. Переходим в состояние 4.8, это сфера как бы спорта, насколько вы регулярно этим занимаетесь, насколько вы свой организм изнашиваете или не изнашиваете, но здесь нужно как бы параллельно делать записи.
Состояние 4-8, вот я свое здоровье таким образом как бы вижу, регулирую, и параллельно анализируете, как ваш любимый человек воспринимает спорт, какие любимые виды спорта, какие тренера нравятся, чем бы хотелось заняться, куда хотелось сходить, какой результат возможен. Почему? Потому что, понятное дело, что у любимого человека, у любимой женщины могут свои быть любимые тренера, вы, может, там в спорте уровня, да, там, мастер спорта, но вы не эксперт, это такое тоже бывает, не стоит здесь по этому поводу расстраиваться. Главное, чтобы человек находился в правильном направлении, что он занимается с экспертами, с профессионалами своим здоровьем, достигает каких-то результатов. Иногда это нужно вдохновение, иногда это просто нужно выбрать какие-то элементы совместного активного досуга. В здоровье и спорт состояние 8-10, пожалуйста, пишите, анализируйте, чему радуется ваш любимый человек. То есть действительно он уделяет восторгу внимание. Почему? Потому что если у вас есть маленькое достижение, ему тоже как бы радоваться, это нужно озвучивать, этим нужно как бы делиться, потому что у нас как получается, мы в основном проблемам уделяем больше внимания, и если у нас есть какие-то маленькие победы, мы почему-то про это забываем как бы сказать. Поэтому здесь должен быть как бы баланс. Есть проблема, озвучиваем ее, ищем единомышленников, которые могут подсказать, как с этой ситуацией справиться. Ну, может, просто нужны какие-то слова поддержки. Если есть какая-то маленькая победа, тоже мы делимся вот этой вот победой, вдохновляем свое ближайшее окружение, делимся своей историей успеха. Ну, вот у нас получилось, и мы молодцы, и это как бы хорошо. Следующая сфера, которую мы анализируем, каждая сфера, которая находится ближе к отношениям в семье, она анализируется как бы очень-очень легко, но здесь важно писать весь список, но когда, забегая чуть-чуть наперед, вы проанализируете все сферы, вы поймете, что из всего списка нужно выделить 1-2 тезиса и их как бы превращать в действие, работать над этой ситуацией, пытаться ее сдвинуть из состояния статики, перевести в динамику, и в этой динамике не терять контроль над ситуацией, потому что когда вы не теряете контроль для ситуации, можно решение этой задачи кому-то делегировать, какому-то специалисту, это будет один из самых эффективных способов решения этой задачи. Анализируем сферу друзья и окружение, состояние 0,4, анализируем следующие моменты, здесь уже как бы намного проще. Кто из друзей, знакомых, родственников часто обращался к вашему любимому человеку, с какой проблематикой, что он хотел решить? Смотрите периоды, в которые он обратился, смотрим, сколько времени заняло решение этой проблемы. Это состояние 0,4, когда ваши друзья, знакомые, окружение пытаются с вами поделиться не очень приятными эмоциональными состояниями, взамен хотят получить поддержку, либо решение этого вопроса. И здесь вам нужно как бы понимать, сколько времени это все занимает. Если возможно, чтобы это не занимало большое количество времени, от этого нужно или дистанцироваться, или пытаться сместить свою сферу взаимодействия на уровень 4-8, то есть взаимодействие с друзьями, родственниками, на уровне хороших событий, хороших впечатлений. Вот, и здесь мы плавненько смещаем как бы баланс. То есть состояние друзья и окружение, мы состояние 0,4 плавненько переносим или планируем свои активные действия в состоянии 4,8. Но поскольку у нас это видео посвящено анализу, мы всего лишь анализируем. То есть анализ состоит из того, что мы что-то вспоминаем, яркие события, но продолжаем как бы писать, чтобы в конце этого анализа у нас получились как бы в каждой сфере списки. Зачем нужны списки и чем полезны списки? Мы просто эти списки потом анализируем с точки зрения планирования как бы действий, что мы можем сделать, и когда мы выбираем какой-то один тезис, мы понимаем, что объем задачи как бы понятен, мы эту задачу можем как бы решить. Лучше здесь решить одну какую-то маленькую задачу, чем там начать 3-4 задачи, ну и ни одну из них не закончить. Стратегия на начале исправления отношений — это самое верное, потому что одна задача, она дает понимание трудозатрат, решенная, она дает понимание, как это вносит, укрепляет отношения, и вы, уже чувствуя ситуацию, понимаете, сколько задач одновременно можете делать. Но в укреплении отношений никогда не стоит спешить. Лучше делать это в том темпе, который для вас удобен, приятен. Вот. Друзья и окружение.
анализируем сферу 8-10, что мы совместно с друзьями как бы можем делать, то, что нас радует, где мы с друзьями радуемся совместно, и просто пишем перечень друзей, знакомых, с которым больше всего радуется ваш любимый человек, любимая женщина. Чаще всего в этот список попадают дети, потому что в сфере друзья окружения мы относим и ваших совместных как бы детей, или просто как бы детей, это могут быть близкие родственники, там мама, папа, брат, сестра. Нам важно здесь вот по состояниям разделить как бы списки, чтобы понять, что если мы плавненько уходим от состояния 0,4, нам с этими людьми нужно меньше общаться, и нам всегда нужно выделить время людям, которые с нами проводят время в состоянии как бы 8-10, потому что когда вы разбираете личные отношения, у вас и так состояние 0,4, если вы еще в друзьях и окружении добавляете состояние 0,4, то это получается уже нерешаемая задача, потому что это очень объемная задача. Если вы там не человек, который профессионально занимается как бы решением конфликтных ситуаций или трансформацией в вашей жизни, но вам будет очень тяжело это как бы сделать, потому что, ну, во-первых, нет опыта, во-вторых, ну, достаточно сложная задача даже для специалистов. И так мы плавно подошли к сфере отношения и семья, анализируем состояние 0,4, что вас больше расстраивает, что вызывает как бы противоречие, то есть чем расстраивается ваш любимый человек. Начинайте всегда со своих поступков, от чего человек расстроился, от чего пришел там негодование, ярость, то есть любые эмоции яркие, отрицательные, пожалуйста, выписывайте, это будет для вас сигналом того, что человек это как бы видит, что его как бы триггерит, ну, какой список есть, такой получился, что имеем, то как бы имеем. Плавно переходим к состоянию 4-8. Я почему говорю, что состояние 0,4 не нужно как бы задерживаться, потому что там список может быть до бесконечности, но нам важно как бы понимать, что в ваших взаимоотношениях было что-то хорошее. 4-8 это какие-то совместные действия, которые вы можете как бы делать. То, что вас радует, то, что лишено какой-то яркой, негативной, эмоциональной окраски. Плавно смотрим состояние 8-10, сколько раз в году вы радовались, какие события этим предшествовали. Это то, что нужно как бы повторить, то, что у вас нет как бы противоречий. Вот состояние 8-10, это, как правило, противоречий не возникает. Состояние 4-8 противоречия как бы между вами существует, но ради цели вы готовы мобилизоваться, вы больше ориентируетесь на цель, ну, на долгосрочный какой-то результат, ради которого вы там идете на компромисс. Состояние 0,4 вы должны как бы помнить, это здесь нет никаких принятых решений, каждый остается при своем мнении, и хорошо, если у вас там эмоциональные качели находятся, ну, не в противофазе, хотя бы на одной как бы волне. Здесь вот вы лучше должны вспомнить те ситуации, когда вы уравновешивали своего любимого человека, не давали ему раскачаться. Итак, мы потратили время в пределах часа. Если вы успеваете за моим темпом, то ну, как бы это достаточно быстрый темп. Если вам понадобится колесо жизненного баланса любимого человека еще раз проанализировать, ставьте паузу, возвращайте это видео в начало записи, еще раз включаете, и те моменты, которые вы решили как бы добавить, еще раз добавляете. Мы проанализируем все сферы от яркости жизни до отношений семья, и теперь, проанализируя все, мы в целом рассматриваем колесо жизненного баланса своего любимого человека в состоянии там 0,4 как очень нестабильное состояние по всему колесу жизненного баланса, или состояние 4,8, когда есть действие, ситуация управляемая, можем что-то планировать, действовать, или, ну, редко такое бывает, колесо жизненного баланса вашего любимого человека в состоянии 8-10. Ну, уже такой период, когда там Новый год или какой-то праздник, ну, вот вам так как бы захотелось. После того, как мы проанализировали все колесо жизненного баланса, все сферы, мы можем уже в целом, ну, финализировать анализ состояния вашего любимого человека. Это по вашей внутренней оценке, по внутреннему вашему эмоциональному состоянию. То есть вы уже здесь ставите итоговую оценку
которые вы видите. То есть это состояние 0,4, это нестабильное состояние, вам тяжело как бы предугадать действия любимого человека. Или это состояние 4,8, вы понимаете своего любимого человека, ваши действия совместные легко. Или это состояние 8,10, когда вы на одной волне, одновременно радуетесь или огорчаетесь. Может, вы уже перешли к такому состоянию, когда вы можете других людей мотивировать. Какая здесь ситуация может быть по анализу ситуации? То есть все сферы колеса жизненного баланса могут находиться в состоянии 4,8, все хорошо, но вы состояние своего любимого человека можете оценить как 0,4. Это нормальная оценка ситуации, потому что нам анализ ситуации нужен для того, чтобы мы спланировали свои действия, анализировать ситуацию для того, чтобы поэмоционировать или там проявить какую-то эмоцию. Это не колесо жизненного баланса. Колесо жизненного баланса — это всегда понимание, что вы будете как бы делать, какое поведение вы будете поддерживать, какую инициативу будет за вами. В колесе жизненного баланса, колесо жизненного баланса, оно это называется колесо, оно постоянно находится как бы в движении. То, что сейчас было актуально, завтра уже становится не актуальным. Что-то было сейчас хорошо, потому что мы двигались с горки, и скорость движения колеса жизненного баланса, ситуация получилась как бы тяжелая, совершенно как бы изменилась. Поэтому и колесо жизненного баланса — это то, что находится в постоянной как бы динамике. За этой динамикой можно следить, можно управлять, и для этого мы проводим анализ колеса жизненного баланса. Для тех, кому сложно справиться с колесом жизненного баланса по анализу достаточного дня, берите второй день. Это тоже, кстати, очень полезная практика, когда вы анализу уделяете достаточное время для того, чтобы или разобраться в тонкостях, или вспомнить какие-то детали, но больше 3 дней на анализ тратить не стоит. Почему? Потому что в результате 3 дней анализа или 1 дня анализа у вас ситуация в целом как бы ясна, у вас просто нет внутренней какой-то уверенности, все ли детали вы там указали, что-то упустили, не упустили, но после анализа всегда наступает планирование как бы своих действий. О планировании своих действий я расскажу в следующем видео. Итак, всем, кто посмотрел это видео до конца, огромная благодарность за то, что вы проделали такой титанический труд. По результатам этого анализа вы лучше стали понимать своего любимого человека. Вы, когда начали анализировать колесо жизненного баланса с яркостью жизни, вы поняли, насколько человек для вас не познан, не понят. Может, вы не обращали внимания столько проведя продолжительную жизнь рядом с ним. Вы начинаете понимать лучше своего любимого человека, понимаете, чем вы можете быть для него полезным. Делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем, кто это видео посмотрел, желаю хорошего дня, у вас все получится.